Здравствуйте, любители и почитатели якутского кино. В эфире программа «Кинозавод». Весна необычайно богата событиями в мире кино. К самому большому масштабному проекту «Тыгын-Дархан» подготовки идут полным ходом. Ну а первый якутский профессиональный режиссер Алексей Романов приступил к съемкам фильма «Саскыке» по мотивам романа народного писателя Якутии Николая Мординова «Аммат Чагая». Ну а 31 марта вышел на большой экран фильм «ЛЛР», который был снят по мотивам первого якутского сериала. В этот день во всех кинотеатрах города прошли премьеры художественного фильма «ЛЛР». В фойе желающие традиционно фотографировались со съемочной группой фильма, а прямо у входа в зал кинотеатра зрители встречали богатым столом угощений из якутских национальных блюд. Ну и, конечно же, как была заявлена рыба на первом плане афиши, главным угощением стала строганина, а строгал ее сам художник-постановщик фильма Сергей Слепцов. Перед показом фильма волновались все, как и сами создатели фильма, так и зрители в ожидании увидеть спустя 17 лет своих любимых героев на экране. Волнуемся, мы еще не смотрели, поэтому есть боязнь какой-то, потому что сериал был народным сериалом, поэтому как-то ответственность какая-то есть, ну, поэтому боимся, даже не хочется туда ходить. Ну, посмотрим, как зритель примет. А я, например, волнуюсь, потому что, в принципе, вот наша семья Николаева, мы как бы начинаем этот сериал, если даже будет продолжение, будет, не будет, да, но мы начинаем, поэтому как-то вдвойне ответственно получается. Наш зритель уже решит, как он его воспримет, потому что это экспериментальный, получается, фильм, да, полный метр. Это, например, он был раньше сериалом, а сейчас он полный метр. И сейчас вот как зритель воспримет, наверное, от этого будем отталкиваться. В зале присутствовала почетная гостья премьеры, можно сказать, крестная мама проекта, автор, режиссер и продюсер первого якутского сериала «ЛЛР» Лидия Васильева. Из всех находящихся в зале не ошибусь, если скажу, что этот день был для нее самым волнительным. Ведь именно она зародила идею этого народного сериала и воплотила в жизнь. Стала первооткрывательницей сериального жанра в Якутии и спустя много лет благословила на возрождение и новое восприятие молодым поколением этого фильма, который теперь стал полнометражным. И еще секунда, и она все увидит сама. Я очень волнуюсь за ребят, во-первых, потому что снимать такой фильм после, тем более уже того, как прошли эти сериалы, наверное, очень трудно. Это такая ответственность для них. Но я надеюсь на них. Я думаю, что я еще не видела, но примерно знаю сюжет сценария. А как они воплотили это, я ожидаю очень хорошего. Есть чувство гордости за свой проект? Ну да, раз он понравился, значит, его продолжают. Поэтому, наверное, конечно, есть. Смею заметить, что у кинокомпании «Сахафильм» после смены руководства во главе с новым директором Дмитрием Шадриным это первый художественный фильм. Режиссером фильма был приглашен Анатолий Кириллин, который в мире кино не первый год. Он известен не только своими ролями в фильмах, но и как директор и соавтор многих якутских картин. Это первая серьезная работа молодого сценариста Юрия Харбанова. Он, будучи еще 12-летним мальчиком, посмотрел все серии ЛЛР и как фанат этого сериала помнил все серии без исключения, а это 2 сезона из 27 серий. Поэтому он и знал характеры и образы каждого героя фильма, писал сценарий под чутким руководством самого автора Лидии Васильевой. В фильме появились новые персонажи. Сыграли их артисты Наталья Корякина-Слепцова, Жанна Ксенофонтова и Евгений Пивоваров. Радует, что профессионал своего дела, оператор Михаил Кардашевский, выдержал сериальную стилистику при съемках, и это дает полное ощущение атмосферы сериала того времени, но уже в полном метре и в наше время. С начальных титров фильма зрители взволнованно вздыхали в ожидании. Когда началось действие, начали шептаться, узнавая своих героев с экрана, сопереживали каждому эмоциональному моменту, в общем, смотрели на одном дыхании. Хочу заметить профессиональную, мощную игру актеров Саха-театра. Они настолько передали свои роли естественно и с любовью, что человек погружался полностью в кино.
Альцгеймер денесі бітенді? Ол кеме? Ол қырчағыз кешті. А это мужской разговор. Бүйттері? Ну, фильм очень понравился, душой отдохнул, очень хороший фильм. В последнее время начали вот наши свои делать очень хорошие фильмы. И можно вот, допустим, может смотреть маленький ребенок, или человек среднего возраста, или старшего возраста. Вот любой человек может прийти, отдохнуть. Всем советую. Проходите, посмотрите, поддерживайте наши свои фильмы, якутские фильмы. Ваше впечатление понравилось? Очень даже. Очень хороший фильм. Понравился такой и отдает ностальгии того сериала 20-летней давности. Как своих родных, знакомых увидели на экране. И сценарий тоже очень интересный, с неожиданными поворотами. Очень понравился. Спасибо. Больше всего запомнилось? Сидерка. Сидерка тоже. Мы в 90-х годах, можно сказать, формировались как личности под этот сериал. Помню это время, помню наше детство, и поэтому я сегодня специально пришла, настроена на этот фильм. И мне он очень понравился. Он такой душевный, местами смешной, местами грустный, ну, такой трогательный. Я думаю, что у команды фильм получился, и их волнения должны быть позади. Ну, мне понравилось после... Но вечером отдохнуть, посмотреть своих любимых артистов на своем родном языке. Мои впечатления очень хорошие, да. Я вот в детстве смотрел вот этот фильм, и там мои любимые артисты есть, как Иннокентий Луковцев, да. И сейчас это смотреть тоже очень приятно, и ну как бы все время идет, они тоже вот по времени вот так, ну не тоже можно сказать, ну не меняются, как сохранились, так и есть. И очень всем советую вот жителям республики смотреть данный сериал. Ну а 14 апреля стартует дебютный фильм режиссера Дмитрия Давыдова «Костер на ветру». Кто же был задействован из артистов в этом фильме и о чем фильм, и что же осталось за кадром, давайте посмотрим в следующем материале. Jauhun ancak koyan bu. Kasan rahat ediyor. Traktörüne kişini tavsiye. Ne soğukta var bu süt ettim. Bir an teyze tağa. Abim kimi? Mağday. Mama arıgalarımıza rahatta da. Tanet balo öyle de. Ne var? Arıgıtları. Arancıya roz koy. Oğlum var. Tangarakattan kortes. Tabağına tokuyda. Tabağına lelet. Bana kim alır oraya? Bütün yer olmadı. İkisi. Oğlu ceti settiri. Rivojun yürütte ta kayık yiyecek oldu. Zaten miye tosu diyor. Oğlum çabuk mı bilin? Aslıkların kırpağın var burada mı burada? Niye tamamı niye tamamı diye. Para, oğlum doymadım bilen de, kimi yiden daha bakınlar. Oz koyarak. Eyver. Onu bana vartın kalbitin. Soğukta kalmadım. Ben burayım bulmatak. O da ayakta var. Geç yerden alırım. Eşek alırım. Diye kıyım bağırına. Съемки начались еще в 2014 году. В главных ролях снялись артисты Народного театра и сами жители Амгинского улуса. Конечно, можно бесконечно перечислять всех участников фильма, все географические точки съемок, населенные пункты. Главное, что фильм получился народным. Жанр фильма можно определить как социальную, ну или философскую драму. Темпоритм фильма полностью передает тихую, размеренную жизнь села, а очень естественная игра актеров, особенно 14-летнего мальчика Радислава Кудай-Захарова, передает все окрасы нашей жизни, раскрывает саму драматургию картины. Как подмечает съемочная команда, благодаря собранности и подготовленности к работе режиссера Дмитрия Давыдова, несмотря на его первый опыт в большом кино, сам съемочный процесс проходил в течение всего 2 недель.
Его земляк и друг, режиссер Степан Брунашов, помог собрать профессиональную команду кинематографистов. Вторым режиссером, переводчиком и постановщиком диалогов для артистов, а также реквизитором работала человек с большим стажем в кино, без участия которой не выходит ни один якутский фильм Сардана Слепцова-Петрова. Благодаря талантливым, опытным знатокам своего дела, оператору Ивану Семенову и звукорежиссеру Иннокентию Сивцеву, за плечами которых больше десятка полнометражных картин, звук и картинка полностью дополняют друг друга. Несмотря на то, что бюджет фильма совсем небольшой, продукт смотрится с экрана как дорогостоящий фильм. В этом сыграла еще большую роль работа колориста-монтажера Петра Стручкова. Его правильная подборка световой гаммы фильма вместе с режиссером полностью раскрывает жанр драмы. На днях состоялся пресс-показ фильма «Костер на ветру». Отзывов от журналистов, деятелей кино и блогеров немало, и они различные. Но все сходятся в одном, что фильм удался, может иметь хорошее фестивальное будущее. Сегодня у нас в студии в гостях съемочная группа фильма «Костер на ветру». Это режиссер фильма, дебютант Дмитрий Давыдов, художник-постановщик Сергей Слепцов, композитор Моисей Кобяков, ну и монтажер в этом фильме Петр Стручков. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада, что спустя все-таки 2 года подготовки к фильму он выходит на большой экран, и буквально вот через несколько дней мы его увидим, оценим. Дима, я хотела бы с тобой поговорить. Вот когда возникла идея снять этот фильм? В каком жанре он снят? Что интересного в нем есть? Какие твои замыслы туда включены? Идея пришла летом 2014 года, и тогда был написан сценарий. Вообще фильм о деревне, о жителях деревни, о стариках. Ну и сказать можно то, что история на самом деле обычная, да, но вот то, что интересно, эта история могла произойти у нас, вот, да, то есть это не какая-то там супер какая-то история там из каких-то других мест. Это фильм о нас, о наших соседях, о наших жителях Якутии. Очень такое сложное, интересное кино получилось у нас. В этом фильме сыграли жители нашего района. У нас есть из пожилых людей группа. Они ставят спектакли у нас в Амге. Народный театр. Да, Народный театр. Они на гастроли ездят. И вот главные герои у нас актеры вот этого Народного театра. Это Алексей Устинов, Николай Солдатов. И вот они сыграли главную роль в этом фильме. Ну, я знаю, что ты до того, как снял этот фильм «Костер на ветру», у тебя еще был фильм «Сюге», да? А судьба этого фильма какая? Фильм «Сюге» мы снимали в 2013 году. Но это было опыт такой, мы просто взяли камеру, собрали знакомых людей и просто сняли фильм как бы для себя, получается, да. Но потом показали другим. Там была у нас большая ошибка, мы случайно стерли материалы, да, ну и поэтому судьба фильма осталась. Вот мы сняли и показали, и все. То есть фильм не вышел у нас в широкий прокат. Ну и когда мы делали про этот фильм, что твой фильм только вот зачатки, да, вот что он снимается, работа кипит, я помню, ко мне приходил оператор этого фильма. Иван Семенов? Да, Иван Семенов, он является сам профессиональным оператором, имеющим образование, снявшим не один фильм. И он тогда пришел к нам в гости в студию, у него горели глаза, и он рассказывал настолько, как он впечатлен именно режиссером фильма, то есть тобой, что ты очень к этому относишься трепетно, каждому кадру, каждой постановке, каждому слову. Ну вот ты являешься сам директором школы, да, но у тебя есть любовь к кино. И как ты себя саморазвиваешь в этом плане? Смотрю фильмы,
учусь, как работают другие. Я-то вот работаю в школе, и у нас просто все началось с того, что мы в школе с ребятами, как воспитательная работа, мы снимали какие-то ролики. И вот как бы оттуда у меня появился интерес. И дальше больше, да, потом мы начали снимать какие-то любительские фильмы, да. И вот потом мы сняли вот фильм «Сюге», и вот мы пришли к фильму «Костер на ветру». Буквально все очень быстро произошло. Это сценарий был написан в начале сентября, а съемки мы начали уже 18 октября. Товарищи, друзья, сегодня у нас первый съемочный день, 19 октября 2014 года. Снимаем фильм «Костер на ветру». Идем. И всем по кусочку. Сергей, вот, наверное, люди, которые не пропускают наши выпуски программы «Кинозавод», часто тебя видят в гостях в нашей студии, либо в репортажах, да? У тебя тоже большая любовь к кино. Кино. Да. В постановке этого фильма как ты подошел? В чем была сложность, интересность? Ну, сам сценарий был очень интересен, во-первых. А потом меня позвали как спецгримера, то есть делать спецэффекты. Там-то грим особо не требовался. А по постановке кадров там ребята уже постарались найти локации, которые подходят. И осталось только там чуть-чуть подвигать предметы, чтобы было по существу фильма. И все. Вот, например, недавно вышел на большой прокат фильм «Велылар», в котором ты тоже был задействован как художник-постановщик, да? Но там тоже старики есть, и молодежь есть, и тут старики. В чем отличие этих фильмов? Ну, в локациях. Тут дело происходит в деревне, там как бы свой изолированный мир, а тут дело в городе, тут более как бы больше работы. Ну и в жанре, наверное, да? Да, Жанр в жанре. же очень большую роль играет. Нет, в художественной постановке это не очень большая роль, на самом деле. Просто чуть-чуть деталей добавляешь, чтобы в случае вот с «Костром на ветру», там, чтобы было драматично, а в комедии, наоборот, все должно быть легкое, светлое. Вот. И там была сложность, то, что очень много сцен было снято в одном доме. И вот как это сделать, да, вот, чтобы камера двигалась, да, и чтобы там было Сложность в том, что это как бы интерьер снимался не в павильоне. В павильоне раздвинешь стены, поставишь свет и снимай. А тут дом стоит, куда стены двинешь. Там приходилось как бы изобретать, это уже операторское искусство. А почему такое название «Костер на ветру»? Вообще фильм о маленьком человеке, о простом человеке, да, и вот фильм о совести, о справедливости, о мести. Там история о том, как два деревенских старика, которые вот живут в одной деревне, да, друг друга знают, они оба теряют своих сыновей, а эти сыновья у них одни, да, ну это получается то, что вот они под старость лет остались без сыновей, да. Ну и жизненная драма происходит, получается. Да. Ну вот и один пытается все забыть, и вот у него это получается, то есть он сделал себе установку изменить жизнь и как бы закончить свою жизнь, ну, с положительной стороны, да, а другой все-таки не может примириться вот с потерей сына, да, и вот он начинает там мстить, получается. Но нельзя сказать то, что он хороший, а он плохой, то есть и его можно понять, и второго старика. То есть фильм несет философскую глубокую мысль, и человек должен после этого, да, после просмотра все-таки задуматься. «Костер на ветру», потому что ну, тоже вот главный герой, он как «Костер на ветру», у него очень много неприятностей, очень много каких-то вот трудностей, да, но он все-таки стоит на своем и идет дальше. С Дивой мы познакомились, кстати, тоже на съемках, тоже замечательного минского режиссера Степана Бурнашова в «Кюреях». И вот там была небольшая роль. Вот. Я был актером тогда. Да.
Петя, наверное, мы с тобой сейчас поговорим, да, потому что в колористике и монтаже все-таки жанр имеет большое значение. Работа прошла хорошо, все уже готово практически. Ну, там по цветами, по каждой сцене, по напряжению приходится выбирать специальные тона, ну, что все-таки драматичные, более низкие тона. Если слишком перенасытить, это же не комедия, тоже по жанру тоже имеет значение. Вот по монтажу тоже все очень хорошо прошло, очень трепетно над каждым кадром поработали. Это стал мой первый большой проект, который меня пригласил Иван Семенов. И поработали над этим. Программа Da Vinci по колористике, по монтажу. Моисей пишет замечательную музыку ко многим фильмам. Ну и кроме этого ты еще являешься аранжировщиком, не только композитором, да, и на эстраде ты работаешь. Жанр драма, вот она тебе легко далась, либо музыка сама пошла по кадрам? Сперва надо все выучить наизусть. Каждые кадры, чтобы понять, чтобы заболеть этим. После этого только надо сочинять и там выпускать все это. А без этого никак. Весь фильм посмотрел, мне стало интересно. А потом, когда сочиняешь, само выходит. Ты сам не понимаешь, что. Вот. Ты слышишь эту музыку практически? Сходу сделаю. А основной саундтрек фильма какой он будет? Основного саундтрека нету там. Начальный саундтрек будет. Вначале послушайте все. А так там у каждого есть своя тема, да? Там у героя есть основная тема, да? И после она идет в начале саунда, и потом идут от этой основной темы идут продолжения. Музыка суровая. Весь фильм будет. Вот есть два старика в этом фильме, два героя, да? И у них тоже разные характеры. И как ты их передал в этом фильме? Во время паузы создаю музыку там. Не так уж четко даю музыку, а второстепенно должна быть музыка для фильма, а не как там... На первый план не должен входить музыка, а как второстепенная должна. Она должна дополнять картинку. Если перенасыщать, это не будет музыкой для фильма. Это будет тупо композиция. Вот. Вообще, очень большую установку я поставил Моисею, потому что музыка в этом фильме, она играла очень большую роль. И вот я дал очень большое время, буквально год, да, чтобы это все продумалось, ощутилось. Почему подготовка шла так долго, целых 2 года, если съемки прошли аж быстро, через 14 дней? Были определенные трудности, потому что это мой, я снял только этот фильм, потом, что съемочный процесс закончился, после съемочного процесса я узнавал, потом следующий шаг какой мой, и в конце все-таки я выпускаю этот фильм. Интересного было, хочу рассказать случай с Устиновым Алексеем. Мы когда делали ему, там есть сцена, очень криминальная такая сцена с ножом, и у нас одного героя ударяют ножом, и мы сделали защиту, да, защиту, не помню из чего, что это было, какая-то доска там. Доска. И очень много было дублей. А потом, когда мы сняли защиту, да, оказалось, что эта доска у него почти сломана. То есть, если бы еще один дубль был, да? Там же вообще там были. Если бы был бы еще один дубль, то удар был бы уже настоящий. Вообще, съемочный процесс, он был очень интересен. У нас с утра до вечера, да, то есть мы некоторые сцены там заканчивали даже в 2-3 часа ночи. И все актеры, вся съемочная группа, они были на таком, да, то есть не было такого там, чтобы кто-то там отходил от команды, кто-то уставал. То
То есть все понимали, все работали вот так вот. Кипятин болмады. Иккисыл. Олы жети сәттірі. Револьвер гірттата қай кеже болма. Сазан мен тосы дия. Бабын жабырамын білген. Асыртырған кырпа бар бұда мақатта. Мен тәмәмен елді бақал дия. Пара, олым тоймадым білғанда, әнкеме еден тағы бақылай. Оз көйірі. Кейбір ұныманы бартын көрбетін. Соғылдық қалбыдым, мен бұрайым болбатақ. Оғада аяқты бары, кей серден алырығын, әшед алырығын, дәк үйім барына. Итого хронометраж фильма какой? Фильм у нас вообще планировался, я его планировал почти на 1:50, но потом мы сократили, и у нас получился 1:25. Но это хорошо, это интересно смотреть. Более 1:25. динамично идет событие, да, вот на экране. Да, так получилось. Скорее всего, к самой премьере, наверное, жители Амгинского улуса все переедут в город Якутск смотреть новый фильм Дмитрия Давыдова. А, кстати, а прокат будет в Улусах? В других районах они будут смотреть это или как? Что у нас по прокату? Мы начинаем 14 апреля с Якутска, а потом будет, конечно, прокат по районам, но, скорее всего, мы объездим только центральные районы. Амга увидит фильм последний, увидит на 1 мая и потом на майские праздники. Но мы постараемся приехать Амга, Майя, Чурапча, Барагу, ну, то есть объездим центральные районы. Очень рада, что в ряды кинематографистов прибавился еще один режиссер. Но мы ждем самой премьеры фильма. Ну, я хотела бы пожелать, конечно же, нашим ребятам, Пете, Моисею, Сергею, да, еще больше фильмов, чтобы еще больше вас приглашали, привлекали большим работам, большим картинам, большим проектам, чтобы все вот так вот заканчивалось очень продуктивно, чтобы фильмы потом уходили на фестивали после проката и тоже завоевывали свои места. Ну а Диме хочу, конечно же, в большом мире кино, больших достижений, еще больше картин, чтобы возникали новые идеи, и у тебя всегда, чтобы хорошая была команда. Ну, на этом наша программа заканчивается. Мы хотели бы вам пожелать смотреть только хорошее кино. Не пропустите 14 апреля премьеру фильма «Костер на ветру». До следующих встреч в эфире.